10-20 лет назад футбол был более консервативным, чем сейчас. В прошлом ролике про легенд мы вспомнили бутсы 4 игроков 90-х и нулевых – Роналду, Зидана, Шева и Бекхэма. А сегодня узнаем, что носили не менее крутые ребята – Тьерри Анри, Хави, Тоти и Джерард. Будет много ностальгии. Усаживайтесь поудобнее. Друзья, перед тем, как перейти к обзору бутс легенд прошлого, хочу рассказать об одном очень актуальном предложении. Mail.ru запустила программу лояльности комбо, которая стоит всего 99 рублей в месяц, но это уже правда с учетом скидки. Как ее получить, я расскажу чуть позже, которая включает в себя очень много крутых ништяков. С ней больше не нужно будет платить за подписки на музыку в приложении Boom от ВКонтакте, а также на онлайн-кинотеатры Ока или Мегафон ТВ. На самом деле это уже выгоднее, чем подписываться на все эти сервисы по отдельности. А также вы получите хорошие скидки на заказ еды в Delivery Club, поездки на такси Ситимобил, а также продукты из магазина Перекресток. Лично я заценил это предложение и с чистой совестью вам рекомендую. Двухмесячную подписку я отбил за один поход в Перекресток на сумму в 2000 рублей. А теперь могу со спокойной душой наслаждаться фильмами и музыкой на самоизоляции. Переходите по ссылке в описании и оформляйте подписку на предложение комбо от Mail.ru. А по этому промокоду вы получите скидку в 50%, о которой я говорил чуть выше. Подписка будет стоить для вас 99 рублей в месяц. Это дико дешево, дешевле, чем просто подписаться на музыку ВКонтакте и Ока. А теперь начинаем. Хави ассоциируется с преданностью, причем это касается не только клуба, но и любимого бренда бутс. Полузащитник дебютировал за Барсу в 1998 году, когда его стали привлекать к тренировкам основы. Как и многие в то время, Хави первые матчи провел в Копа Мундиаль, а позже перешел на Adidas Predator. Первым крупным турниром за сборную для полузащитника стал Мундиаль 2002. Туда он отправился в модели Predator Mania. Никаких особенностей быть не могло. Хави еще не был звездой, да и бутсы большинство игроков предпочитало в классических расцветках. А вот уже к 2006 году стало понятно, что любимым цветом испанца является синий. Бутсы такого оттенка Хави носил чаще всего. Сезон 5-6 он провел в синих Predator Pulse и смог выиграть первую в карьере Лигу Чемпионов, оставшись в финальном матче в запасе, так как не успел восстановиться из-за травмы. А на чемпионат мира 2006 Хави поехал в бело-синих Adidas Predator Absolute. Турнир прошел не особо удачно. Испания вылетела в 1/8 финала. Через 2 года на Евро 2008 мы узнали настоящего Хави и поняли силу испанцев. Сборная выиграла турнир, а полузащитник стал лучшим игроком. Тот чемпионат он провел в Adidas Predator Power Swerve красного цвета. Дальше Хави вместе с Барсой брал трофей за трофеем и по-настоящему доминировал в Европе. В сезоне 8-9 ярким событием стали 4 голевых паса в матче против Реала на Сантьяго-Бернабеу, где каталонцы разгромили сливочных 6-2. Испанец тогда играл в Adidas Predator Power Swerve в черном цвете с золотыми деталями. В этих же бутсах он ферил в победном финале Лиги Чемпионов, где также сделал ассист. На триумфальном чемпионате мира 2010 полузащитник играл в Adidas Predator X в стильной черно-желтой расцветке. Хави отлично проявил себя и попал в символическую сборную турнира. В Лиге Чемпионов 10-11, которую Барса вновь смогла выиграть, испанский футболист рубился в сине-желтых Adidas Predator Adi Power. В том сезоне он попал в тройку претендентов на золотой мяч. В 2012-м сборная Испании выиграла 2-й чемпионат Европы подряд. Бутсами Хави на том турнире стала модель Adidas Predator Lethal Zone синего цвета с оранжевыми деталями. Последним матчем Хави в карьере за родную Барселону стал финал Лиги Чемпионов 2015 против Ювентуса. Перед этой игрой Адик закрыл силуэт Predator и вместо него презентовал абсолютно новую линейку Adidas Ace. В этих бутсах испанский гений попрощался с родным клубом, выиграв 4-ю Лигу Чемпионов. Доигрывать Хави отправился в катарский клуб Аль-Саад. Продолжив быть амбассадором Адика, он играл во всех актуальных бутсах линейки Ace до завершения карьеры. Тьерри Анри дебютировал за Монако еще в 1994 году, и первыми бутсами будущей звезды были Adidas Copa Mundial. Все по стандарту. Француз тогда играл на позиции крайнего полузащитника и делал это круто. Он быстро стал лидером клуба. В Монако тогда собрался хороший состав из молодых футболистов. В сезоне 97-98 им удалось дойти до полуфинала Лиги Чемпионов.
Анри стал вторым бомбардиром турнира. К 1998 году Тьерри стал игроком сборной и попал в состав на домашний мундиаль. Трехцветные выиграли турнир, хотя Анри пропустил финал. На ранних стадиях ему удалось забить 3 мяча. Сделал это он в Adidas Predator Accelerator. В январе 1999-го француз перешел в Ювентус, в котором не смог адаптироваться. Закрытый итальянский футбол не подошел Анри. За полгода он смог забить только 3 мяча и летом был продан в Арсенал. Зато с того момента стал сотрудничать с Nike. Tempo Premier – первая модель со свушем в карьере Тьерри. В Арсенале все пошло как по маслу. А летом 2000-го Анри в составе сборной выиграл чемпионат Европы, второй крупный трофей за 2 года. В сезоне 1-2 француз стал лучшим бомбардиром АПЛ, а также выиграл с Арсеналом золотой дубль. Его бутсами тогда были Air Zoom Mercurial. Nike экспериментировал с подошвой и системой амортизации на всю стопу. В 2002 году вышли бутсы Nike Mercurial Vape первого поколения, на которые Анри перешел. Сезон 3-4 стал историческим для Арсенала. Команда выиграла чемпионат без единого поражения. Анри очень много забивал уже во вторых вейперах. Ему удалось получить золотую бутсу по итогам сезона. В следующем году он вновь забрал эту награду. В 2006-м Арсенал вышел в финал Лиги Чемпионов, где уступил Барсе. Анри играл в серебристых третьих вейперах с красной пяткой. В этом же силуэте, только другой расцветки, он поехал на Мундиаль в Германию, где сборная Франции вышла в финал, но проиграла итальянцам. После чемпионата мира нападающий решил сменить технического спонсора. Он стал главным амбассадором Reebok, который на тот момент был очень активен. Анри сделали лицом компании, которую в итоге выкупил Adidas. В 2007 году француз перешел в Барселону, где за 3 года смог выиграть 5 трофеев, включая желанную Лигу Чемпионов. В 2010-м случился переезд Анри в МЛС в команду New York Red Bull. В то время Adidas решил, что дочерний Reebok нужно сосредоточить на других видах спорта. И по идее Тьерри должен был перейти на бутсы с 3 полосками, но он решил подписать контракт с Пумой, главным врагом Адика. Именно в статусе амбассадора-экипировщика с логотипом кошки он вернулся в аренду в Арсенал и забил тот памятный гол в ворота Лидса. После завершения карьеры Анри по-прежнему сотрудничает с Пумой. Он даже несколько лет назад прилетал в Москву на презентацию бутс. Хочу напомнить, что я у себя в инсте разыгрываю дико крутую ретро-джерси Мью 94 года от Umbro из личной коллекции. Чтобы ее получить, нужно всего лишь подписаться на мой инстаграм, ссылка на который внизу, и ждать 20 мая. Больше делать ничего не нужно. Не ставить лайки, не отмечать друзей. Победителя выберу случайным образом среди всех подписчиков. Осталось пара дней до итогов. Тотти был очень консервативен в выборе бутс. Ческо дебютировал за Рому в 16 лет в далеком 93 году и, видимо, с тех времен влюбился в классическую обувь. Тогда на нем были Nike Tempo Premier, а чуть позже перешел на Nike Air GX2. В 1998 году он стал капитаном Ромы, дебютировал за сборную и подписал рекламный контракт с Nike, став лицом компании. Бренд ему реально нравился, раз он несколько лет носил бутсы со свушем без спонсорского соглашения. Первым крупным турниром для Тотти стал Евро 2000, где он со сборной Италии дошел до финала. Ческо запомнился ударом по Ненкой в послематчевой серии против голландца в 1-2. Тогда на нем были новенькие Nike Air Zoom Total 90 черного цвета. В 2001 году в Роме собрался мощный треугольник. Тотти, Батистута и Дель Веккио. Они разрывали серию А по итогам сезона выиграли Скудетто. Франческо в честь этого события сделал татуировку с рисунком гладиатора на плече. В 2002 году Nike выпустил второе поколение силуэта Total 90, а Тотти стал одним из 3 главных амбассадоров линейки вместе с Фигу и Сколзом. В них Ческо сыграл на чемпионате мира 2002. Сотрудничество с Nike длилось до 2005 года. Тотти решил не продлевать контракт и перешел на местный бренд Diadora. Первой моделью стала Brazil Italy. В сезоне 5-6 Тотти получил травму и даже рисковал пропустить чемпионат мира, но успел восстановиться за 3 месяца и поехал на Мундиаль. На победном турнире император Рима играл в Diadora Maximus синего цвета. Наверняка эти бутсы до сих пор хранятся в личной коллекции Тотти.
В сезоне 6-7 Франческо смог стать лучшим бомбардиром серии А и выиграть золотую бутсу. В честь этого бренд выпустил уникальную пару Diadora Maximus 14 Totti золотого цвета с номером 10 на язычке. В 2009 году контракт с Diadora закончился. Totti вел переговоры с несколькими экипировщиками и даже был близок к подписанию соглашения с Lotto. В момент соглашения условий, чтобы никому не делать бесплатной рекламы, Франческо играл в бутсах с затемненными логотипами. Многие не знают, но он несколько матчей провел в Adidas Predator Power Swerve. Скорее всего, эта модель зашла все из-за того же язычка, который всегда так нравился игроку. И только в 2013 году Totti наконец перестал играть в затемненных бутсах. Он вновь официально перешел на Nike. Бренд специально для капитана Ромы отшил Nike Tempo Legend 4 с классическим язычком, которого не было в стандартной модели. Эта традиция сохранилась до самого завершения карьеры Ческо применительно ко всем поколениям бутс Nike Tempo, в которых он успел поиграть. До 2017 года у Totti было немало крутых расцветок футбольной обуви. Последними бутсами в карьере стали золотые Nike Tempo 6, которые бренд выпустил в честь ухода императора Рима из спорта. Наверняка многие знают, что Джерард являлся лицом линейки Adidas Predator, но всегда ли он был верен силуэту? Ответ нет. Первыми бутсами Стиви Джи были Nike Tempo Premier. В них он дебютировал за Ливерпуль в 1998 году, но уже в 1999 перешел на Adidas Predator Accelerator, в которых забил первый гол в карьере ворота Sheffield Wednesday. Причина смены бренда непонятна, учитывая то, что спонсорский контракт с Адиком он подписал только в 2000-м, когда перешел на Predator Precision. Те бутсы были слегка кастомизированы. На язычке красовалась фамилия их обладателя. В них Джерард выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок УЕФА. В 2004-м Стивен забил решающий гол на последних минутах матча с Олимпиакосом. В той игре Ливерпулю нужна была победа с разницей в 2 мяча, и именно гол Джерарда вывел команду в плей-офф Лиги Чемпионов. На нем были красный Adidas Predator Pulse с черными деталями. Тот гол полузащитник считает самым важным в карьере, ведь без него не было бы знаменитого камбэка в финале с Миланом. Там англичанин снова забил, но уже в черных Predator Pulse. В 2006 году Джерард положил сумасшедший голешник с 30 метров в ворота Вестхэма в финале Кубка Англии. На тот момент он уже играл в актуальных Adidas Predator Absolute. После рождения второй дочери Лекси он стал наносить ее именно своей пары. К тому моменту это стало трендом. С октября 2007 по апрель 2009 Джерард играл в Adidas Predator Power Swerve. По словам Стиви, это его любимое поколение силуэта. Он в них забил 42 гола, в том числе Реалу и МЮ. Оформил первый в карьере хит-трик, стал игроком года в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов. Единственный из Ливерпуля за 19 лет. До 2013-го Стиви Джи обновлял предаторы на актуальный, пока не вышла модель Lethal Zone 2, в которых Джерард поиграл примерно месяц и снял. Ему они дико не зашли из-за проблем с пяткой. Сначала он попробовал силуэт 11 Pro Depure, в которых до сих пор играет Тони Кросс, а затем перешел на Nitro Charge. Как позже оказалось, у альтернативной модели были проблемы похуже, но уже с подошвой. Именно в Nitro Charge'ах он поскользнулся в матче с Челси. Эта ошибка лишила Ливерпуль долгожданного титула. И как только вышли Predator Instinct, Стиви вернулся к старому силуэту. Именно в этой модели Джерард завершил выступление за Ливерпуль. Адик выпустил перед последним матчем эксклюзивную модель в сочетании красного, белого и черного цветов. На пятках была нанесена аббревиатура You Never Walk Alone, а на правой стельке написано: «Ты уходишь легендой, а вернешься героем. Ливерпуль всегда будет рядом с тобой. Ты никогда не будешь один». Впоследствии эти бутсы были проданы с аукциона, а деньги пошли на благотворительность. Последний сезон в карьере Джерард провел в Лос-Анджелес Galaxy. К тому моменту Адик закрыл линейку Predator и вместо нее стал выпускать силуэт Ace, а под конец немного поэкспериментировал, перейдя на иксы со скрытой шнуровкой. В этом ролике я не упомянул многих крутых ребят из прошлого: Фигу, Роберто Карлоса, Пирло и других. И если хотите увидеть продолжение, ставьте лайки под этим роликом и пишите, о ком рассказать в следующем выпуске. С вас 5000 пальцев вверх, а с меня продолжение. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. И колокольчик не забывайте. Зацените прошлые видосы. Тут про бутсы других легенд. Тут про то, где нынешние звезды берут ретро-модели. А здесь об истории бутса Рональдиньо в отдельном выпуске. Я Юра Русанов. Мяч лап.
Пока.